Всем привет, меня зовут Анна Касьянова, и в этом видео мы переходим к следующей теме – это определенные и неопределенные центры. Что такое определенные и неопределенные центры? Если вы возьмете свой бодиграф, то там будут закрашенные центры и не закрашенные. Что такое бодиграф? Бодиграф – это расчет ваших персональных данных, оперируя на дату рождения, на время рождения и на место рождения. Детальный анализ вашей всей жизненной системы, где механически точно указаны ваши жизненные потенциалы, ваши зафиксированные качества с рождения и непосредственно указана тема для предназначения. Определенные центры – это закрашенные центры в вашем бодиграфе. Это те качества, которые зафиксированы у вас уже в жизни с рождения. Те качества, которые вы реализуете в своей жизни. Неопределенные центры. Неопределенные центры – это те качества, которые не зафиксированы в вашей жизни. Это открытые, не закрашенные вот эти квадратики в бодиграфе, если возьмем за основу бодиграф. И часто, в большинстве случаев, человек оперирует, принимает решения, основываясь на свои незафиксированные качества. То есть с детства все равно нас всех обуславливали и учили развивать то, что в нас нет. Вспомните школу или свое воспитание, детский сад. То есть то, что у вас получается, как бы родители и учителя такие смотрели, думали, ну да. Угу. Но не все акцентировали внимание, что в школе, что родители, что у тебя не получается. В основном, конечно, акцентировать сначала внимание на том, что в человеке получается. Развивать открытые центры – это не сломанные центры, да? Вот незафиксированные качества – это не значит, что ты не должен направлять фокус внимания и не развивать их. Наоборот, это как бы потенциал для мудрости. Человек через открытые центры, он видит жизнь, он видит другого человека. То есть если в человеке нет зафиксированных эмоций, то есть он сам с собой наедине, ему пофигу вообще на все. А когда он встречает эмоционального человека, он ощущает эти эмоции. И с каждым человеком по-разному, у него разные эмоции. Это не сломано, и здесь не нужно чинить. Но не опираясь на открытые центры, не на свои зафиксированные качества, именно принимать решения. Развивать классно, это нужно. И видеть какой-то потенциал в других людях, кто врет, кто испытывает настоящие эмоции. Но опираться именно на те качества, которые зафиксированы для принятия решения в своей жизни. Вот о чем идет речь. То есть, когда принимаем важные решения в своей жизни, мы ум опирается на то, что было открыто, чем он с детства обусловился, да? Чем он с детства обусловился от родителей, из школы, то есть как его научили, опираясь, на, опять же, его несильные стороны. И совершенно забывает на то, что в нем есть, какие качества зафиксированы. Точнее, он боится-то, и он не знает, какие зафиксированы. Как это происходит? Это происходит так, что тело чувствует, оно знает же, как оно, его не обмануть. Это как у ребенка. Маленький ребенок до 5 лет точно, он знает, что он хочет, во-первых, и он оперирует не умом, да, куда мне принять решение, чтобы меня съесть, а он двигается за своим телом. То есть захотел он погулять, захотел он поиграть, пришла какая-то идея, развернулся, туда пошел. Вот именно с маленького возраста и начинают родители убивать желание принимать решения самостоятельно. То есть они учат принимать решения из ума. То есть ты подумай 20 раз, чтобы что-то сделать, а не откликаться, то, что именно зажглось в тебе. И ум смотрит, опять же, на то, что у нас не зафиксировано, на открытые центры, и начинает включать вот эту работу свою мозга, то есть это получается мясорубка, мешалка всех информаций, которые были скоплены за весь период жизни.
разговоры, какие-то курсы, обучение и так далее. То есть он начинает вот это вот происходить самокопание, и которое происходит как «мне это надо?», вообще мне это надо, это рационально или нет. И у меня был пост на тему, правда, там был матный, но мы сейчас скажем не матный. Был пост на тему «я хочу, и нафиг мне это надо». То есть «я хочу» — это вот конкретно твой авторитет, то есть это твое тело, да, вот то, что хочет. И нафиг мне это надо, это уже начинает ум копаться, начинает раскладывать по полочкам вот эту кашу, которую он собрал за весь период жизни. Почему каша? Нет, это все понятно, это как бы развитие ума, информация собрана, но он просто ум не знает, где конкретно его был вопрос, где был чужой вопрос. То есть люди, приходящие к нам, начинают обуславливать своими какими-то вопросами. Человек потом начинает это впитывать в себя и вот получать вот эту вот большую кашу, мясорубку, из которой он не знает, где вытянуть правильный ответ для принятия решения. И вернемся к определенным и неопределенным центрам. Повторим еще раз, да? Определенные центры – это те качества, которые зафиксированы у вас в жизни. Неопределенные центры – это не зафиксированные у вас качества. И в чем здесь разница? Здесь разница в том, что когда мы находимся наедине с другими людьми, то есть опираясь на вот эти незафиксированные свои качества, с каждым человеком мы будем вести себя совершенно по-разному. Неопределенные центры – это не сломанные центры, это открытые центры. И в бодиграфии они обозначаются белыми, не закрашенными квадратиками. Неопределенные центры – это, еще раз повторюсь, не сломанные центры. Это потенциал для мудрости, это потенциал для человека, чтобы увидеть мир, чтобы его прощупать, почувствовать. Неопределенные открытые центры – это как ученик, идущий в школу. Определенные центры – это ученик, то есть он уже есть, он родился со своими качествами, сформировался, и дальше он идет в жизнь, ее вбирать, впитывать какие-то знания через свои открытые центры. То есть открытые центры – это ученик, идущий в школу жизни. И для того, чтобы принимать решения, нужно знать как и свои незафиксированные качества, так и свои зафиксированные качества, чтобы уже уметь маневрировать, уметь оперировать для принятия решения в своей жизни. Определенные центры – это зафиксированные качества в каждом человеке. Находясь рядом с другим человеком в одном определенном месте, вы будете одинаковы с каждым человеком. В разговоре, в ситуации, в мышлении. Если у вас есть это зафиксированное качество, вы будете с разными людьми вести себя одинаково, вне зависимости от того, какие качества определены у другого человека. В этом и есть и заключаются сильные стороны каждого человека. Давайте подведем итог. Дизайн человека – это система о дифференциации. В взаимодействии с другими людьми мы обуславливаемся своими открытыми центрами, своими незафиксированными качествами. Своими открытыми центрами, незафиксированными качествами мы изучаем мир, мы изучаем другого человека. Открытые центры – это потенциал мудрости. Мы видим другие качества других людей. Кто врет, у кого какие эмоции, у кого какие осознания, у кого какие мысли и так далее. Главная тема – это определенные и неопределенные центры и стратегии авторитет. Это вот эти две самые вещи, две темы в дизайне человека, в разборе человека, на которые нужно оперировать для того, чтобы начать проживать свой дизайн. Стратегия и авторитет у каждого типа разные. 4 есть генетических типа. Это проекторы, манифесторы, генераторы и рефлекторы. У каждого генетического типа есть своя стратегия и свой авторитет.
У каждого человека определенные центры зафиксированы, другие центры не зафиксированы. Поэтому все мы разные, поэтому настолько мы уникальны, и система дизайна человека – это узконаправленная система для разбора, для подведения итогов, для раскрытия потенциала в человеке, для в конечном итоге реализации своего потенциала и распознавания своего предназначения. Дизайн человека нужен абсолютно всем людям, так как это мы. Что такое дизайн человека? Дизайн человека – это я. Дизайн человека – это ты. Дизайн человека – это каждый человек. Дизайн человека – наука, система для будущего поколения, для наших детей. И зная особенности, зная генетический тип вашего ребенка, его стратегию, его авторитет, можно дать ему уже изначально, с детства, возможность принимать решения самому правильно для себя. Не для кого-то, конкретно для себя, оперируя своей стратегией и своим авторитетом, чтобы в дальнейшем этот человек уже был успешен, удовлетворен, в спокойствии и в своей реализации своей жизни. Я завершаю наше маленькое знакомство с дизайном человека, и в следующих выпусках мы поговорим уже на другие темы, важные для каждого человека. С вами была Анна Касьянова. Пока-пока.